Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Неделю назад пользователи заметили, что оригинальный Resident Evil на ПК снова выдали возрастной рейтинг. Теперь же Capcom объявила, что 3 классических резика появятся в GOG. Первая часть уже доступна для покупки. Старые резики уже выходили на компах, но только на физических носителях. На цифровых площадках вроде Steam и Epic Games Store их нет. Но вот теперь оригинальная Resident Evil 1996 года продается в GOG за $10. В этой версии есть небольшие отличия от оригинала, но касаются они исключительно оптимизационных вопросов. Внедрили совместимость с Windows 10 и 11, улучшили рендеринг DirectX, добавили поддержку современных контроллеров, включая геймпады от PlayStation, Xbox и Switch, а еще теперь можно без проблем выходить из игры и переключаться между процессами, пока Resident Evil включена. ПК-версии Resident Evil 2 и Resident Evil 3 Nemesis появятся в магазине позже. Скорее всего, оба проекта пройдут через тот же процесс обновления, что и первая часть. Dead Rising — экспериментальная игра Capcom для Xbox 360, которая стала серией, но в конце концов закончилась в 2016 году на довольно скверной 4-й части. Короче, та самая серия, где нужно уничтожать тонны зомбарей подручными предметами. Capcom внезапно, что бывает в наше время не так уж часто, анонсировала новую версию первой Dead Rising. Подробностей пока мало. Переиздание называется Dead Rising Deluxe Remaster. В тизере видно серьезно прокачанные модели и современное освещение, но в целом ничего сверхъестественного. Даты релиза и платформы не называются, но кажется, там будет только текущее поколение устройств. На это указывает фраза в тизере, мол, прибудет только на новейшее поколение платформ. Оригинальная Dead Rising вышла на Xbox 360 в сентябре 2006 и получила положительные оценки от игроков и прессы. В сентябре 2016 Dead Rising переиздали на ПК, Xbox One и PlayStation 4 с различными мелкими улучшениями. Deluxe Remaster — это уже получается 3-я версия игры. Выбирайте, какая больше нравится. Как вы наверняка знаете, в последнее время на мобильных устройствах Apple стали появляться порты крупных игр с серьезных платформ. На iPhone можно и в Resident Evil 4 погонять, и в Death Stranding, и даже в Assassin's Creed Mirage. Но несмотря на крупнобюджетность этих проектов, пользователи не спешат приобщаться к AAA-геймингу на iPhone и iPad. Продажи игр там просто никакущие. Об этом доложил сайт Mobile Gamer Biz со ссылкой на аналитические сервисы AppFigures и AppMagic. По приблизительным данным от AppFigures, тот же Mirage загрузили примерно 123 тысячи раз, но игра принесла всего $138 тысяч. Что-то странно. По $1 за загрузку, что ли? Ну, не совсем. Загвоздка в том, что проект можно скачать бесплатно и пройти небольшую его часть, отсюда и такое количество скачиваний. Однако для дальнейшей игры необходимо заплатить не $1, а целых 50. Таким образом, с 6 июня со своими деньгами расстались меньше 3000 пользователей. У остальных проектов продажи застряли на отметках в 5-10 тысяч проданных копий. Надо понимать, что эти данные неофициальные, и тот же AppMagic показывает чуть более высокие продажи. DS по инфе сервиса вообще почти 25 тысяч раз купили. Учитывая малое количество устройств, на которых все эти проекты вообще доступны, выводы о прибыльности AAA проектов на мобилках делать рано. Тем не менее, очевидно, крупные игры не самое подходящее для телефонов развлечение. Стоят дорого, разряжают мобилу, да и игровые сессии длятся далеко не по 10 минут. Дождались! Авторы Dragon Age The Veilguard вывалили новую порцию инфы о редакторе персонажей. А еще разобрали доступные в игре классы и фракции. Создавая персонажа, игроки не только подберут ему желаемую внешность, но и определятся с фракцией и классом. Но вот после завершения процесса изменить позволит только внешний вид. Для этого пригодится зеркало трансформации, которое находится в хаб-локации. Классов в игре 3. Воин, разбойник и маг. Для каждого из них специалисты BioWare подготовили уникальную боевую систему, в результате чего меняется и стиль игры. Для классов также создали несколько специализаций, при развитии которых разница между представителями разных направлений станет еще более заметной. Специализации открываются по мере прокачки персонажа. Фракция определяет предысторию героя, кем он был ранее, как он познакомился с Варриком и почему путешествует с ним, а не со своей фракцией и так далее. Подробности о том, как эти фракции и классы будут работать, можете прочитать в заметке на сайте, ссылку оставил в описании. Модель игр-сервисов лучше традиционных релизов для всех.
Так считает бывший продюсер Halo и Destiny Джо Танк. Он высказал эту мысль в беседе с PC Gamer. Цитата. «Мне всегда казалось, что модель коробочных релизов за $60 заставляет принимать решения, которые не соответствуют интересам игроков. Ключевым интересом было, как продать как можно больше копий в первые 48 часов. Одна из самых сильных сторон игр-сервисов в том, что можно играть в долгую, думать о долгосрочных решениях в пользу игрока. Как это пересекается с интересами компании? На мой взгляд, модель игр-сервисов позволяет принимать намного лучшие решения в целом». Конец цитаты. Среди примеров решений коробочных релизов, которые принимаются не в интересах игроков, Танк назвал демо-версии для презентации на E3, которые уже не E3, но вы поняли. Для подобных выставок разработчикам приходится создавать специальные демки игр, и часто в такие демки попадает не то, что реально нужно игре, а то, что просто выгодно смотрится в короткой демонстрации. В итоге разрабы пилят фичу, тратят время, а в игре она и не появляется. В играх-сервисах, по его мнению, такого не происходит. Вот его игра под названием Supervive, очевидно, перечисленных проблем избегает. Ее анонсировали за пределами E3, она сперва проходит ограниченное бета-тестирование и лишь к концу перетечет в ОБТ. Все микротранзакции в игре исключительно косметические и не дают геймплейных преимуществ. Приглашаю вас обсудить тему привлекательности игр-сервисов в комментариях, но, как по мне, что у сервисов, что у классических коробочных игр есть свои плюсы и минусы. Это просто разные форматы поддержки игр. Сравнивать их вот так в лоб как-то странно. Playground Games готовится изъять Forza Horizon 4 из продажи на онлайн-площадках в конце года. По словам студии, ей придется пойти на такой шаг из-за истечения лицензионных соглашений с партнерами. Продажи четверки остановят уже 15 декабря. Тогда же гонка пропадет из каталога Game Pass. Дополнения для игры из магазов убрали некоторое время назад. Теперь приобрести их можно только в составе ультимативного издания. Купившим игру переживать не стоит. И сама Forza, и DLC останутся в библиотеке пользователя, и в них можно будет играть как обычно. Физические издания тоже сохранят свою функциональность. Онлайн и офлайн составляющие продолжат работать даже после 15 декабря. Миядзаки сдался. После волны негодования по поводу высокой сложности Elden Ring Shadow of the Earth 3, From Software выпустила обновление с правками баланса. В нем было пересмотрено влияние благословения Царства Теней. Для тех, кто не в теме, в дополнении появилась система с новыми типами бафов, для которой требуются осколки дерева упадка и прах славного духа. Усиления увеличивают атаку и защиту персонажа, а также его призванных существ. Если не погриндить и не качнуться, получаемый урон от боссов был, скажем так, не очень справедливым. Теперь же, благодаря правкам из патча, погасшим станет проще исследовать новые земли и сражаться с боссами. Эффекты благословения выражены сильнее на первых нескольких уровнях и по мере развития героя становятся более постепенными, а усиления на последнем уровне благословения стали немного лучше. Миядзаки уже не тот, получается. Ну, этого я не знаю, но знаю, что на stopgame.ru всегда есть что посмотреть. Например, можете глянуть новый выпуск Рефанда, уже на сайте лежит. Хорошего вам четверга. Пока!